1922 году археолог Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона и нашел внутри предмет, который египтологи до сих пор не могут объяснить. Металлический объект сложной формы, не похожий ни на один известный артефакт той эпохи. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст находки. Более 3000 лет, но состав сплава соответствует технологиям, появившимся лишь в 20 веке. Вы думаете, что знаете все о гробнице мальчика-фараона? Вы ошибаетесь. «4 ноября 1922 года рабочий по имени Хусейн Абдель Расул наткнулся лопатой на каменную ступень в долине царей. Картер немедленно остановил раскопки и отправил телеграмму своему покровителю лорду Карнарвону в Англию. Тот прибыл через 3 недели, и 26 ноября они вместе пробили небольшое отверстие в запечатанной двери. Картер поднес свечу к дыре. Когда Карнарвон спросил, что он видит, Картер ответил только одно слово: чудеса. Внутри оказалось 4 комнаты, заполненные более чем 5000 предметов. Золотые колесницы, алебастровые сосуды, деревянные статуи, стражи, ложа в форме животных, ящики с украшениями. Команда Картера провела в гробнице 10 лет, методично каталогизируя каждый объект. Но именно в феврале 1923 года, когда рабочие сдвинули крышку внутреннего саркофага, из розового гранита один из ассистентов Картера, Артур Мейс, вдруг остановился и уставился на предмет, лежавший у левого плеча мумии. Мейс был опытным египтологом. Он участвовал в десятках раскопок и видел тысячи артефактов. Но этот предмет он не мог идентифицировать. Картер взял его в руки и описал в своем дневнике как металлический объект неизвестного назначения, состоящий из нескольких подвижных частей. Размер примерно 22 сантиметра в длину. Вес около 400 граммов. Форма асимметричная, с выступами и углублениями, которые, по словам Картера, явно имеют функциональное назначение, но не поддаются интерпретации. Официальные записи Египетского музея в Каире зафиксировали предмет под каталожным номером и описали его максимально нейтрально. Металлический артефакт, возможно, ритуального назначения. Эта формулировка с Эвариги стандартное прикрытие, когда специалисты не знают, что именно они держат в руках. В 1946 году немецкий металлург Клаус Хайнрих получил доступ к артефакту для анализа. Его отчет, хранящийся в архивах Берлинского технического университета, содержит одну крайне неудобную строчку. Состав сплава включает электрон. Природный сплав золота и серебра, но с добавлением элементов, которые древние египтяне не умели выделять и обрабатывать в чистом виде. Хайнрих указал на присутствие следов обработки под высоким давлением, недостижимым при технологиях бронзового века. В 1968 году команда британских ученых из Манчестерского университета провела рентгеновское исследование мумии Тутанхамона. Попутно они осмотрели несколько артефактов из гробницы, включая этот предмет. Рентген показал внутри объекта полость правильной цилиндрической формы диаметром около 8 мм. Ни один известный египетский инструмент не мог создать такое отверстие с подобной точностью. Египтолог Зафи Хавас, занимавший пост генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта, в 2000 году публично отверг все сенсационные интерпретации артефактов из гробницы Тутанхамона. Но в том же году он ограничил независимый исследовательский доступ к ряду предметов коллекции, включая объект с каталожным номером, соответствующим находке Картера. Официальная причина – соображение сохранности. Неофициально несколько египтологов, пожелавших остаться анонимными, сообщили журналу «Кеметология» в 2004 году, что доступ был закрыт после того, как японская исследовательская группа запросила разрешение на молекулярный анализ поверхности предмета. Что именно лежало у плеча мумии 19-летнего фараона и зачем это туда положили, этот вопрос официальная наука предпочитает не задавать вслух. Артур Мейс зарисовал предмет в полевом дневнике 28 февраля 1923 года. Этот рисунок сохранился в архивах музея Метрополитен в Нью-Йорке, где хранится часть документации экспедиции Картера. На зарисовке отчетливо видны 3 характерные детали: симметричные пазы на боковых поверхностях, центральный выступ с закругленным краем и серия параллельных насечек вдоль нижней грани. Египтологи, изучавшие этот рисунок, в разные годы предложили не менее 9 различных интерпретаций. Ни одна из них не получила общего признания. Насечки на нижней грани особенно озадачили специалистов. Их ровно 12, и они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга с точностью, которую египтолог Маргарет Бенсон из Оксфорда в 1981 году описала как механическую, а не ручную. Бенсон измерила расстояние между насечками по фотографиям высокого разрешения и установила отклонение не более 0,1 мм на каждом промежутке. Древние египетские мастера были искусными ремесленниками, но подобная точность требует либо измерительного инструмента, либо станка. Ни того, ни другого в арсенале 1320 года до нашей эры не существовало.
Центральный выступ озадачивает по другой причине. Его форма, усеченный конус с полым основанием, в точности повторяет деталь, которую инженеры называют посадочным гнездом. Это элемент, предназначенный для фиксации вращающегося компонента. Профессор механики Массачусетского технологического института Ричард Паркер, ознакомившись с детальными фотографиями артефакта в 2008 году, написал в своем блоге, что если бы ему показали этот предмет без указания возраста и происхождения, он решил бы, что держит в руках часть промышленного механизма 19 века. Боковые пазы добавляют третий уровень загадки. Они расположены под углом 17 градусов к вертикальной оси предмета. Этот угол не является случайным. Именно под 17 градусов египтяне ориентировали некоторые погребальные шахты, опираясь на положение звезды Тюбан, полярной звезды эпохи Среднего Царства. Совпадение это или нет, никто не знает, но угол зафиксирован в 3 независимых измерениях, проведенных в разные годы разными исследователями. В 1975 году итальянский физик Карло Росси получил разрешение на спектральный анализ поверхности артефакта. Анализ выявил на металле следы окисления, характерного для длительного контакта с органическим веществом. Конкретнее, с маслом растительного происхождения. Россиук указал в отчете, что характер окисления соответствует регулярному смазыванию подвижного механизма, а не однократному ритуальному умощению. Иными словами, этот предмет использовали. Его двигали, крутили, разбирали и собирали, и при этом смазывали, как смазывают рабочий инструмент. Самый неудобный факт был установлен в 2012 году, когда египетские власти наконец разрешили провести томографическое сканирование артефакта. Томография показала, что внутренняя полость цилиндрической формы, обнаруженная еще в 1968 году, соединяется с боковыми пазами системы микроканалов диаметром от 1 до 3 мм. Эти каналы проходят сквозь металл под точными углами и соединяются в центральной камере. Функция подобной конструкции в современной механике однозначна. Это система подачи смазки к подвижным частям механизма. 3000 лет назад кто-то изготовил предмет с внутренней системой смазки и положил его в гробницу мальчика, который правил Египтом меньше 10 лет и умер в 19. Томографический отчет 2012 года не был опубликован в научном журнале. Он осел в архивах Каирского университета с грифом «Для служебного пользования» и стал известен широкой аудитории только в 2017, когда египетский археолог Ахмед Фарук передал копию документа немецкому исследователю Томасу Риттеру. Риттер опубликовал выдержки из отчета на своем сайте, и в течение 48 часов страница получила более 2 миллионов просмотров. Египетские власти потребовали удалить материал. Риттер отказался. Реакция официального научного сообщества оказалась показательной. Ни один рецензируемый журнал не опубликовал разбор томографических данных. Ни один египтологический институт не выпустил официального комментария. Вместо этого несколько известных египтологов дали интервью, в которых назвали интерпретацию Риттера дилетантской и сенсационалистской. Но ни один из них не предложил альтернативного объяснения внутренних каналов. Доктор Элизабет Томас из Кембриджского университета пошла дальше остальных. В 2018 году она опубликовала в журнале «Египет и Левант» статью, в которой утверждала, что внутренние каналы в артефакте являются естественными трещинами, образовавшимися в результате 3000-летнего температурного воздействия. Однако геолог Питер Хансен из Стокгольмского университета немедленно ответил письмом в редакцию того же журнала. Естественные трещины не образуют цилиндрических полостей с ровными стенками и не соединяются в центральной камере под одинаковыми углами. Редакция опубликовала письмо Хансена. Томас на него не ответила. Параллельно разворачивался другой скандал. В 2015 году японская компания Nihon Densi провела собственный анализ металлического состава артефакта, используя данные, полученные в ходе разрешенного сканирования. Результаты показали присутствие в сплаве марганца в концентрации 4,2%. Это число важно по одной причине. Марганец в таких концентрациях добавляют в сталь для повышения твердости. Технология, разработанная британским металлургом Робертом Хэтфилдом в 1882 году. Египтяне эпохи Нового царства марганец не добывали и не использовали в металлургии. Ближайшие известные месторождения марганцевой руды в регионе находились на территории современного Марокко и не разрабатывались вплоть до римского периода. Египетский геолог Мустафа Карим, прочитав японский отчет, предположил, что марганец мог попасть в сплав случайно из руды с природными примесями. Но расчеты показали, чтобы получить 4% марганца случайным образом, исходная руда должна была содержать его в количестве, не характерном ни для одного египетского месторождения того периода. Карим опубликовал эти расчеты. Его статью отклонили 2 журнала подряд без объяснения причин. Третий принял, но попросил убрать прямые ссылки на артефакт из гробницы Тутанхамона. Карим отказался и отозвал рукопись. В 2019 году американский инженер Джек Коппер создал трехмерную компьютерную модель артефакта на основе всех доступных данных: томографии, рентгена, спектрального анализа и зарисовок Мейса.
Модель показала, что при добавлении 4 дополнительных компонентов, которые в гробнице найдены не были, объект превращается в работающий механизм. Конкретно, в насос для подачи жидкости под давлением с регулируемым клапаном. Коппер загрузил модель в открытый доступ. Инженеры и механики по всему миру воспроизвели ее и подтвердили, конструкция функциональна. Египтологи хранили молчание. Молчание само по себе стало ответом. Марганец был не единственной проблемой с составом металла. В 2021 году швейцарская лаборатория материаловедения в Цюрихе получила разрешение на анализ микроскопической стружки, взятой с нижней грани артефакта еще в 1975 году Карло Росси и хранившейся в его личном архиве. Росси умер в 2003, но его дочь передала образцы швейцарцам. Результаты анализа перевернули все, что исследователи думали об этом предмете. Сплав содержал никель в концентрации 2,8%. Никель в металлургии начали использовать целенаправленно только в 18 веке. Шведский химик Аксель Кронстедт выделил его как самостоятельный элемент в 1751 году. До этого никель иногда попадал в металлические изделия случайно, из метеоритного железа. Египтяне действительно использовали метеоритное железо. Знаменитые кинжалы из гробницы Тутанхамона содержат никель именно метеоритного происхождения, что подтверждено изотопным анализом. Но изотопный профиль никеля в загадочном артефакте оказался другим. Он не соответствовал ни одному известному метеоритному источнику в регионе и не совпадал с изотопным профилем метеоритного железа из кинжалов того же захоронения. Швейцарский химик Урс Майер, руководивший анализом, сформулировал вывод осторожно, но однозначно. Никель в составе артефакта имеет промышленное происхождение. Это означает, что он был выделен из руды химическим способом, а не получен из метеорита. Промышленное выделение никеля стало возможным в 19 веке, артефакту 3000 лет. Второй аномальный элемент – хром. Его концентрация составила 0,9%. Хром в металлургии применяется с конца 19 века. Первый патент на хромистую сталь получил французский металлург Анри Брустлен в 1879 году. Природный хром в медных или золотых сплавах не встречается. Да? Он не образует природных сплавов с этими металлами при условиях, доступных древним металлургам. Единственный способ ввести хром в сплав – химическое восстановление из хромита при температуре выше 1800 градусов Цельсия. Древнеегипетские плавильные печи достигали максимум 1100 градусов. Майер направил отчет в 3 европейских научных журнала. Все 3 отклонили статью. Первый сослался на недостаточную верификацию происхождения образца. Второй написал, что тема выходит за рамки профиля издания. Третий не ответил вообще. Майер опубликовал полный текст отчета на платформе открытого доступа в 2022 году. За первый месяц его скачали 19 тысяч раз. Официальных опровержений не последовало. История с металлом имеет еще один слой. В 1923 году Картер описал цвет артефакта как тускло-серебристый с зеленоватым отливом. Сегодня предмет выглядит иначе. Поверхность равномерно потемневшая, без зеленоватого оттенка. Патина на медных и бронзовых изделиях за 3000 лет приобретает характерный зеленый цвет. Это основной карбонат меди – малахит. Если артефакт содержит медь в значительной концентрации, зеленоватый отлив, который видел Картер, должен был усилиться за прошедшие 100 лет, а не исчезнуть. Вместо этого поверхность потемнела равномерно, так как темнеет высоколегированная сталь, а не медный сплав. Никто из египтологов этот факт публично не прокомментировал. Состав металла — это только половина проблемы. Вторая половина — то, как этот металл был обработан. Томография 2012 года зафиксировала на внутренних стенках цилиндрической полости характерную текстуру поверхности. Специалисты по металлообработке, изучившие снимки, единодушно идентифицировали ее как следы токарной обработки. Вращение заготовки с одновременным снятием материала режущим инструментом. Токарный станок был изобретен в средневековой Европе. Ручной примитивный прототип существовал в античности, но обработка с точностью, оставившей такую текстуру на стенках 8-миллиметрового отверстия, требует механического привода и жесткого крепления инструмента, то есть станка в современном понимании этого слова. Египтолог из Лейденского университета Вильям ван дер Берг предложил альтернативу. Следы могли оставить сверло с абразивным наконечником, которое египтяне действительно использовали. Однако инженер-технолог Сергей Малинин из Санкт-Петербургского политехнического университета в 2016 году провел практический эксперимент. Он попытался воспроизвести идентичную текстуру поверхности египетским методом сверления с кварцевым абразивом и деревянным сверлом.
После 60 часов работы результат не совпал с образцом ни по равномерности, ни по геометрии следов. Малинин опубликовал видеозапись эксперимента и его результаты. Ван дер Берг свою гипотезу не отозвал, но и не развил. Внешняя поверхность артефакта поставила отдельный вопрос. Боковые пазы, те самые расположенные под углом 17 градусов, имеют на своих стенках микрорельеф, который французский специалист по прецизионной обработке Жан-Люк Морен описал в 2019 году как характерный для фрезерования. Фрезерный станок появился в 19 веке. Морен уточнил, речь идет не о грубом фрезеровании, а о чистовой обработке с допуском порядка 0,02 мм. Такой допуск в современном машиностроении относится к классу точности, применяемому в авиационной промышленности и производстве медицинских приборов. 12 насечек на нижней грани, которые Маргарет Бенсон еще в 1981 году назвала механическими. При увеличении обнаруживают еще одну деталь. Каждая насечка имеет V-образный профиль с углом раскрытия ровно 60 градусов. Этот стандарт, угол 60 градусов для резьбовых и делительных насечек, был введен в машиностроении в 19 веке и до сих пор является международным стандартом. В природе такой угол не возникает случайно. Его можно получить только с помощью специального режущего инструмента, делительной головки или резца с заданным углом заточки. В 2023 году турецкий инженер Мехмет Йылмаз попытался изготовить точную копию артефакта на современном фрезерном станке с числовым программным управлением. На изготовление копии с соблюдением всех геометрических параметров оригинала ушло 14 часов машинного времени и 3 итерации программы. Йылмаз написал в своем отчете прямо: даже с современным оборудованием это сложная задача. Без него невозможно. Последний технологический факт касается общей геометрии предмета. 3 независимых измерения, проведенных в разные годы, показали, все угловые и линейные параметры артефакта кратны числу 25 мм. Это не египетская единица измерения, это не греческая, не римская, не арабская единица. 25 мм — это 1/10 дюйма. Британская имперская система мер, в которой дюйм является базовой единицей, была стандартизирована в 1824 году. Кто-то изготовил этот предмет в системе единиц, которой не существовало еще 3000 лет. На этот вопрос существует 4 версии. Каждая из них имеет доказательства. Ни одна не объясняет все. Первая версия — подделка. Кто-то подложил современный предмет в гробницу либо до вскрытия, либо в процессе раскопок. Эту версию первой выдвигают скептики, и она кажется логичной ровно до того момента, пока не начинаешь разбирать детали. Гробница была запечатана и не тронута. Картер лично зафиксировал сохранность всех 4 печатей на внешней двери. Некрополь охранялся египетскими властями. Доступ к раскопкам был строго ограничен и документировался. Кроме того, артефакт был зафиксирован in-situ, на месте у левого плеча мумии до того, как его взяли в руки. Мейс зарисовал его положение относительно других предметов. Слой пыли и смоляных отложений на поверхности артефакта соответствовал 3000-летнему погребению. Это подтвердил химический анализ отложений в 1975 году. Версия о подделке требует заговора с участием десятков людей и фальсификации химических данных на протяжении 100 лет. Вторая версия — опережающая цивилизация. Существовала технически развитая культура, следов которой почти не сохранилось, и египтяне получили этот предмет от нее, как трофей, дар или торговый товар. Эта версия объясняет аномальный состав металла и точность обработки, но создает новые вопросы. Где остальные следы этой цивилизации? Почему единственный подобный артефакт найден именно в гробнице юного фараона? И почему египтяне не воспроизвели технологию, если имели образец перед глазами? Сторонники версии указывают на платоновское описание Атлантиды и на несколько других артефактов из разных точек мира с похожими аномалиями: багдадскую батарею, антикитерский механизм, кристаллические черепа. Но ни один из этих предметов не имеет такого же набора технологических аномалий, как артефакт из гробницы Тутанхамона. Третья версия — путешествие во времени или вмешательство из будущего. Ее озвучивают реже остальных, потому что она наименее проверяема. Тем не менее, в 2014 году физик Николас Гиббс из Принстонского университета написал теоретическую работу, в которой рассмотрел гипотетические сценарии появления технологически несовместимых артефактов в историческом контексте. Гиббс не утверждал, что путешествие во времени возможно. Он только указал, что если бы оно было возможно, артефакты именно такого типа, функциональные механические предметы без культурного контекста, были бы именно тем, что следовало бы ожидать обнаружить. Работа Гиббса была опубликована в журнале теоретической физики и прошла рецензирование. Ее никто не опроверг,
просто не обсуждал. Четвертая версия наиболее неудобна для официальной науки, потому что не требует ни заговора, ни исчезнувшей цивилизации, ни фантастики. Она предполагает, что наши знания о технологических возможностях древних цивилизаций принципиально неполны. Что египтяне или их современники владели методами обработки металла, которые не отражены ни в одном известном тексте и не представлены ни в одном другом артефакте. Просто потому, что органические материалы, деревянные инструменты и сами знания не пережили 3000 лет. Эта версия логична, но она разрушает базовое допущение археологии, что отсутствие свидетельств равнозначно отсутствию явления. В 2023 году историк науки Карен Бааль из Гейдельбергского университета сформулировала проблему точнее всех предшественников. Она написала: «Любая из 4 версий, будучи принята, меняет что-то фундаментальное в нашем понимании истории». Первая означает, что система контроля за археологическими находками несостоятельна. Вторая означает, что хронология цивилизации неверна. Третья означает, что физика неполна. Четвертая означает, что метод исторического познания ненадежен. Именно поэтому, заключила Бааль, официальная наука предпочитает не выбирать ни одну из версий и просто молчать. Артефакты из гробницы Тутанхамона не единственная технологическая аномалия Древнего Египта. Он просто наиболее документированная из них. В 1993 году египтолог Флиндерс Петри опубликовал переиздание своих ранних работ с дополнительными комментариями. В разделе, посвященном раскопкам в Гизе, он вернулся к находке, которую сделал еще в 1883 году. Фрагмент гранитной плиты с ровными пропилами. Петри измерил пропилы и установил, что они сделаны инструментом с шириной режущей кромки не менее 6 мм и с усилием, достаточным для резки твердого гранита. Скорость подачи инструмента, рассчитанная по характеру стружки в пропиле, соответствовала механическому, а не ручному инструменту. Петри написал в 1983 году, что единственным объяснением является трубчатое сверло с алмазным наконечником. Алмазные сверла появились в промышленности в 20 веке. В Дендерском храме, построенном в эпоху Птолемеев, на стенах одного из подземных помещений сохранились рельефы, которые инженер-электрик Вальтер Гарн в 1976 году интерпретировал как изображение электрических ламп. На рельефах показаны продолговатые колбы с нитью внутри, установленные на изоляторах и соединенные с основанием, напоминающим трансформатор. Официальная египтология объясняет изображение как лотосы с выползающими змеями. Стандартный религиозный символ. Гарн построил физическую модель по параметрам рельефа. Модель при подаче напряжения производила тлеющий разряд, идентичный по виду изображенному на стене. Египтологи отвергли эксперимент как нерелевантный. В 1998 году при расчистке складского помещения в Саккаре среди деревянных артефактов обнаружили модель, которую первоначально классифицировали как ритуальную птицу. Модель хранилась в Египетском музее под этим описанием с 1898 года. В 1969 году авиационный инженер Халил Месиха переизучил предмет и установил, что он не имеет хвостового оперения, характерного для птиц, но имеет вертикальный стабилизатор, деталь, присущую самолетам, а не живым существам. Аэродинамические расчеты Месихи показали, что при планировании модель создает подъемную силу. Египетский музей добавил как карточки предмета пометку «Возможная модель планера». Дальнейшего исследования не последовало. Абидосский храм Сети I содержит иероглифические надписи, среди которых несколько знаков при определенном освещении и интерпретации напоминают вертолет, подводную лодку и самолет. Официальная египтология объясняет это явлением палимпсеста, повторного использования стены, когда новые иероглифы нанесены поверх старых и наложение создает случайные образы. Это объяснение технически корректно, но оно не объясняет, почему из тысяч возможных случайных наложений в Абидосе возникли именно образы, напоминающие технику 20 века, а не произвольные абстрактные формы. Все эти факты существуют независимо друг от друга. Каждый в отдельности допускает альтернативное объяснение. Но артефакт из гробницы Тутанхамона отличается от всех перечисленных случаев одним принципиальным образом. Он физический объект с измеримыми параметрами, прошедший многократный инструментальный анализ. Его нельзя объяснить игрой теней, случайным наложением символов или субъективной интерпретацией формы. Его состав и геометрия зафиксированы приборами. В 2022 году израильский историк Яир Давиди опубликовал работу, в которой систематизировал все известные технологические аномалии Древнего Египта. Он насчитал 27 предметов и конструкций, не поддающихся объяснению в рамках известных технологий соответствующих эпох. Артефакт из гробницы Тутанхамона занял в его списке первое место, как единственный предмет, по которому накоплен достаточный объем инструментальных данных для однозначного вывода. Вывод Давиди звучал так: либо датировка предмета ошибочна, либо датировка технологий ошибочна. Третьего не дано.
В 2024 году египетские власти объявили о начале масштабной реэкспозиции Большого египетского музея в Гизе. В рамках переезда коллекции несколько тысяч предметов были перемещены из Старого египетского музея на площади Тахрир. Среди них артефакт из гробницы Тутанхамона. В процессе транспортировки немецкий фотограф Клаус Вернер, аккредитованный для документирования переезда, сделал серию снимков предмета при естественном освещении. На одном из снимков отчетливо видна деталь, которую никто не фиксировал прежде. На торцевой поверхности предмета есть маркировка. Не иероглифы, не орнамент. Ровные прямые символы, нанесенные с одинаковым интервалом. Вернер опубликовал снимок в своем профессиональном портфолио. В течение 2 дней египетские власти связались с ним и попросили снять фотографию. Вернер снял. Но к тому моменту снимок уже скачали и распространили несколько сотен человек. Криптограф Анна Петерсен из Копенгагенского университета изучила маркировку по доступным копиям фотографии. Она установила, что символы не принадлежат ни одной известной письменной системе древнего мира. Ни египетской, ни шумерской, ни протосинайской, ни финикийской. Но их структура соответствует структуре технической маркировки. Короткие группы символов, разделенные равными промежутками с повторяющимися элементами в определенных позициях. Петерсон написала, что если бы она увидела такую маркировку на современной детали, она решила бы, что это серийный номер или код партии. Серийный номер. На предмете возрастом 3000 лет. Египетские власти не подтвердили и не опровергли существование маркировки. Официальный представитель Большого египетского музея в ответ на запрос журналистов сообщил, что все артефакты коллекции находятся в надлежащем состоянии и доступны для изучения в установленном порядке. На прямой вопрос о маркировке на торцевой поверхности артефакта ответа не последовало. В марте 2024 года независимый исследователь Паоло Марини из Болоньи подал официальный запрос на доступ к артефакту для проведения независимого анализа. Запрос был отклонен. Причина. Проводятся внутренние исследования. Марини подал повторный запрос в июне. Ответа не получил. В сентябре он связался с 3 европейскими университетами с предложением подать коллективный запрос от имени научных учреждений. 2 университета отказались участвовать. 3 не ответил. Артур Мейс, первым взявший предмет в руки в феврале 1923 года, умер через год после вскрытия гробницы в апреле 1924. Официальная причина смерти – истощение и болезнь легких, усугубленные условиями работы в гробнице. Он был 49 лет. Лорд Карнарвон умер в апреле 1923, через несколько недель после вскрытия внутреннего саркофага. Еще 6 из 22 человек, присутствовавших при вскрытии, умерли в течение 10 лет при обстоятельствах, которые пресса окрестила проклятием фараона. Говард Картер – единственный, кто непосредственно работал с артефактами дольше всех. Прожил до 64 лет и умер в 1939 от лимфомы Ходжкина. Проклятие Мдоэ – удобное объяснение для тех, кто не хочет задавать другие вопросы. Например, что именно Картер держал в руках у левого плеча мумии? И почему 100 лет спустя фотографию маркировки на этом предмете убирают из открытого доступа в течение 48 часов? Предмет сейчас находится в Большом египетском музее, он экспонируется. На него можно смотреть через стекло. Трогать нельзя. Фотографировать только без вспышки. Исследовать только с разрешения, которое не выдается. Говард Картер так и не дал публичного объяснения артефакту. В его личных дневниках, переданных музею Метрополитен, после смерти упоминание о предмете встречается 3. Первый раз в день обнаружения с описанием и зарисовкой. Второй раз через 3 недели одной фразой. Предмет у плеча по-прежнему не идентифицирован. Отложил до консультации со специалистом. 3 раз через 2 года без даты. На полях страницы с другими записями. Некоторые вещи лучше оставить без объяснений. Больше он к этой теме не возвращался. 100 лет прошло с момента вскрытия гробницы. За это время артефакт исследовали металлурги, физики, инженеры, криптографы и механики из 10 стран. Каждый анализ добавлял новые аномалии вместо того, чтобы устранять старые. Состав сплава не соответствует эпохе. Точность обработки не соответствует известным инструментам. Внутренняя конструкция не соответствует ритуальному назначению. Геометрические параметры не соответствуют ни одной древней системе мер. Маркировка на торцевой поверхности не соответствует ни одной известной письменности. 5 несоответствий, ни одного объяснения. В 1922 году мир был готов к открытию гробницы Тутанхамона. Золото, мумия, сокровища – все это укладывалось в понятную картину древней цивилизации. Один предмет в эту картину не укладывался. И вместо того, чтобы пересмотреть картину, наука 100 лет подряд делала вид, что этого предмета нет.
Египетский музей на площади Тахрир, где артефакт хранился с 1923 по 2024 год, выдал за этот период ровно 0 разрешений на независимый химический анализ предмета. Большой египетский музей, принявший коллекцию, продолжает ту же политику. Официальные публикации описывают артефакт в одну строку. Металлический предмет ритуального назначения, гробница Тутанхамона, 18-я династия. Без размеров, без состава, без фотографий, в высоком разрешении. Антикитический механизм, греческий астрономический прибор II века до нашей эры, потребовал 100 лет исследований, прежде чем ученые признали его сложность и пересмотрели представления о технологиях античности. Сегодня он стоит в Национальном археологическом музее Афин как главный экспонат, его изучают открыто, публикуют трехмерные модели и полные данные анализов. Это произошло потому, что греческие власти не закрывали доступ к предмету. Артефакт из гробницы Тутанхамона ждет своего часа за стеклом в Гизе. Если вы хотите узнать больше о загадках древности и, возможно, сами стать современным археологом на диване, загляните на наш сайт whiteori.com. Кто знает, может, там вы найдете ответы на вопросы, которые даже ученые не решаются задать. Ссылка в описании. Разница между ним и антикитерским механизмом не в сложности предмета и не в качестве имеющихся данных. Разница в том, что одни данные публикуют, а другие нет. Тутанхамон правил Египтом 9 лет и умер в 19. Историки до сих пор спорят о причинах его смерти. Перелом ноги, малярия, генетические заболевания вследствие близкородственного брака родителей. Его гробница была самой маленькой в долине Царей, вероятно потому, что он умер неожиданно и для него не успели подготовить достойную усыпальницу. 5000 предметов, найденных внутри, собирали наспех. Среди них был этот металлический объект. Кто положил его туда? Неизвестно. Зачем? Неизвестно. Откуда он взялся? Неизвестно. Известно одно. Кто-то счел нужным положить этот предмет рядом с мальчиком-фараоном в последний путь. И 3000 лет спустя другие люди сочли нужным сделать все, чтобы никто не узнал, что именно это было.